Друзья, приветствую вас! Это утренний обзор. Давайте рассмотрим ключевые новости, что сегодня ожидать на открытии российской фондовой площадки и какие движения по рублю, доллару, евро, нефти, золоту и другим ключевым активам. Так, давайте посмотрим календарик событий. Но сегодня из того, что может представлять интерес и вызвать существенные движения на рынке, это, во-первых, ежемесячный отчет ОПЕК в 2 часа по Москве. Далее сальдо торговых балансов в 4 часа по России. Почему-то событие это помечается как такое малозначимое. На самом деле оно очень существенно значимое в плане влияния на фондовый рынок и на курс рубля, с моей точки зрения. И в 4 часа председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью. Так что вот у нас основной поток событий, которые будут существенно менять рынок с 2 до 4. Давайте пробежимся по позициям юрлиц на Форте, на ММВБ. Так, ну по РТС здесь сложно сказать, скорее всего ожидают боковик. Никакого, с моей точки зрения, намека на вразумительное движение по позициям юридических лиц здесь я не наблюдаю. Сбербанк, ну здесь, судя по всему, делают ставку на продолжение роста. Газпром, здесь ситуация схожая, режут шорты, соответственно, ожидают, что Газпром продолжит рост. Норильский никель, да, здесь тоже топят за продолжение роста, поскольку сильно режут шорты. Рубль-доллар, здесь ставка на дальнейшее укрепление рубля. Евро-рубль, здесь также ставка на дальнейшее укрепление рубля. Евро-доллар, а вот здесь, кстати, ставка на то, что евро будет к доллару корректироваться, ослабляться. Так, далее нефть. По нефти здесь особого изменения позиции нету. В таких ситуациях чаще бывает боковик. Серебро. Здесь ставка на консолидацию или на небольшое снижение. Так, а вот по золоту, кстати, может отскок произойти вверх, поскольку шорты порезали. Так, природный газ. Здесь нарастили шорты, но здесь в целом такое количество позиций, динамика изменений, что ничего точно сказать нельзя. Так, друзья, давайте рассмотрим, что у нас тут еще по новостям. Ковид не отпускает, ковид продолжает шествие, растет количество новых случаев в Соединенных Штатах, Европе и России, и поэтому все это создает сильное давление на экономику. Именно из-за этой проблемы такая реакция острая была на заявление Pfizer о переходе к последней фазе клинических испытаний. Но вот касательно компании Pfizer и вакцины, которые она разработала, что здесь примечательно? Генеральный директор компании дал интервью, и здесь очень интересный вопрос. По сути, ему инкриминируется то, что он специально задерживал предоставление новостей о вакцине, чтобы ослабить позиции Трампа и чтобы победили демократы. Ну, здесь надо обратить внимание на то, что вообще все компании, которые занимаются хай-теком и в медицине, и в IT, они все в большинстве поддерживают демократическую партию США, а не республиканцев и тем более не Трампа. Но и примечательно то, что в Америке была компания Warp Speed, это выделение денег на разработку вакцины, лекарств от коронавируса, и Pfizer эти деньги не использовала. То есть она самостоятельно вакцину эту создала и испытала. То, что касается вообще работы и действия этой вакцины, здесь видят проблемы с ее распространением и использованием, поскольку по имеющимся сведениям она требует заморозки до минус 70 градусов. То есть это нужно специальное оборудование, специальные рефрижераторы для перевозки. И плюс здесь двойное вакцинирование, то есть сначала делается один укол, потом через неделю делается следующий укол. Вот. Ну, я не знаю, мне кажется достаточно странно, что белковая субстанция, это именно белковая субстанция, она требует такой температуры хранения минус 70 градусов. Я, конечно, не знаю, может быть что-то изменилось и произошли какие-то инновационные внедрения, но по меньшей мере мне такое вот использование, такие условия хранения, они кажутся странными, поскольку белковые вещества, к которым относятся вакцины, они при таких температурах могут видоизменяться, и после разморозки они не будут обладать теми свойствами, которые были до этого из-за повреждения третичной, четверетичной структуры белка. Так, ну вот еще то, что касается оспаривания выборов. Трамп инициирует кампанию
для оспаривания выборов и привлек несколько юридических фирм для того, чтобы они подавали иски. Вот сейчас набирает обороты проект, так называемый Lincoln Project, который связан с тем, что пользователи социальных сетей направляют вопросы этим юридическим фирмам, что почему, на каком основании вы боретесь с волеизъявлением американского народа. Вот. Ну, достаточно интересный, нетривиальный ход. И как мы видим, здесь любое действие Трампа по удержанию власти, оно вызывает весьма и весьма экстравагантные способы противодействия. Так, ну вот уходящая администрация Трампа предпринимает различные нехорошие антисоциальные шаги. В частности, они хотели заблокировать через суд программу Обама-Кеа, то, что от нее осталось, но у них это не прошло. И что касается американского хай-тека, похоже, у Амазона будут проблемы такие же, как у Google в Европе. Тоже очень заинтересовались европейские регуляторы деятельностью Амазона, его монополизмом на рынке. И практика показывает, что европейский манипулятор, он один регулятор, прошу прощения, не манипулятор. Он один из самых драконовских и эффективных в плане воздействия на корпорации международные. Так что в ближайшее время, исходя из действий европейского регулятора, акции Амазона могут просесть. Так, друзья, далее давайте посмотрим, что у нас происходит на фондовых финансовых рынках. Так, вот китайский фондовый рынок сегодня просел, но в целом на текущий момент идет консолидация на верхней границе вот этой проторговки, даже по факту ее пробития. Ну и здесь самые радужные перспективы у роста китайского рынка, если будет удержание 4900. Вот 4900, если мы не пробиваем, удерживаемся в верхнем диапазоне, то дальше там движение на исторический хай и его пробитие. И в случае позитивных ожиданий по Китаю, особенно это может быть связано с вакциной, с новостями по вакцинам, то вот такой лимит движения у китайского фондового рынка вполне можно будет увидеть в ближайшее время по факту закрепления выше вот этого значения. Так, ну а на сегодня здесь пока, в общем-то, негатив, потому как открылся он с отрицательным гэпом и сейчас пытается этот гэп закрыть, вернуться на вчерашние позиции. Но с другой стороны, вот после такого рывка здесь необходимо какое-то движение для того, чтобы потестить 4900 и после этого уже продолжать рост. Так, далее RGBI, российский рынок, российский индекс ОФЗ, дневной таймфрейм. Что здесь примечательно? Сильнейший отскок произошел, но вот этот отскок, он может завершиться и захлебнуться. Это произойдет в том случае, если откат, который вчера наметился, он приведет к пробитию 153.4. Вот 153.4 это здесь уровень, после пробития которого начинается повторное движение на 152.4 и, возможно, более сильная просадка. Что примечательно, вчера вот в выпуске рассказывал, что идет снижение доли нерезидентов в российском госдолге, и на фоне разговоров о возможном введении санкций против российского госдолга со стороны Соединенных Штатов, здесь просто психологическое давление, скорее всего, доля нерезидентов она будет снижаться. Поэтому какие здесь есть выходы? Либо чтобы банки российские, особенно госбанки, больше покупали ОФЗ, либо создавать благоприятный климат, экономический, политический. Последний путь в ближайшее время маловероятен, и поэтому, наверное, будут больше выделять денег банкам и уговаривать, принуждать банки, чтобы они скупали долг для того, чтобы удержать выше этого значения RGBI. Ну и если RGBI находится на текущих значениях или начинает расти, цель движения 155,8, то, соответственно, это позитив для российской валюты. Так, друзья, далее американский индекс. Это SFD на фьючерс SP500. Но здесь смотрите, дневной таймфрейм у нас по сути идет сейчас попытка сформировать разворот и спуститься вот сюда к этим значениям. Вот. Но здесь масса факторов сплелись воедино.
И, ну скажем так, текущая ситуация в Соединенных Штатах, да еще и новости про вакцину, они, конечно, будут удерживать американский рынок на вот этих хаях достигнутых, но вот этот вот шортовый вынос, он все портит. То есть после таких вот случаев часто бывает существенная просадка. Однако здесь, с учетом того, что все ждут новогоднего ралли и как бы определенность с выборами наступила, выбрали президента, поэтому здесь удержание ключевых уровней приведет к тому, что это будет донабор позиций, и мы увидим еще один рывок. Опять же, если будет пробой диапазона и возврат вот сюда, вот к этим уровням, то скорее всего весь этот рост сойдет на нет, и мы опять идем тестить на прочность уровень 3230, вот сюда вот. Пробой сильного уровня 3320 и следующего нового уровня 3230 приведет к тому, что начнется сильное корректирующее движение по направлению к 3000. Да, пока это звучит немножко дико, но вот по факту выхода из этой зоны, с этой вершины, такое движение, оно вполне может произойти. Вот. Но поскольку пока выхода нет, вот эта консолидация, она, если продолжится, она приведет к дальнейшему росту и побитию даже вот этого хая, который мы недавно показали. Но здесь, кстати, если рассматривать предысторию, как было движение по факту достижения хаев, смотрите, здесь ситуация складывалась каждый раз по факту дохода до какой-то вершины, после этого развивался сильный корректирующий откат. Раз, два. Ну и здесь как бы тоже надо бы после тем более такого выноса скорректироваться, сходить минимум хотя бы вот сюда, удариться об эту границу. Но текущие обстоятельства не допускают пока закрытия гэпа и ухода к этой зеленой области. Вот, поэтому здесь, конечно, сейчас текущие обстоятельства указывают на то, что возможен рост, возможно движение на новый задерг. Но я бы на это сейчас ставку не делал, потому как слишком уж фигура такая отчаянная, и она может в любой момент привести к сильнейшему коррекционному откату. Ну а если говорить про 1-2 дня, то здесь у нас сейчас намечается разворотная формация. Вот здесь она произошла. И как только будет сегодня пробитие 3565, у нас наиболее вероятно разовьется рост. Цель этого роста будет 3640, движение вот сюда вот. Отмена этого сценария произойдет, если пойдет повторное тестирование на пробой 3510. Вот если мы это значение пробиваем, то бах, оно все начинает валиться. Так, друзья, далее нефть. Но по нефти вообще все как бы очень хорошо идет. С опережением графика. Сегодня по ОПЕКу там будет брифинг. И поэтому как раз вот к этому брифингу скорее всего и идет вот это движение. По нефти пока нет никаких разворотных формаций, которые указывали бы на откат. И поэтому если нефть закрепляется выше вот этого значения 43.55-44, то здесь в ближайшее время мы вполне можем получить движение по направлению на 45,5-46. Вот. Но если сейчас пойдет коррекционный откат и будет пробито вот это значение 43,6, то скорее всего мы вернемся от роста, перейдем к проторговке вот в этом диапазоне между зелеными линиями. И по факту пробития нижней границы тут пойдет коррекционный откат, цель которого будет 42,55, вот этот сильный уровень. Вот. Но если не будет пробития вот этого диапазона и возврата вот в эту консолидационную область, то мы можем продолжить весьма бурный рост вплоть до 45,5-46. Вот. Ну, сейчас, мне кажется, все-таки нужно какое-то охлаждение и как минимум возврат вот сюда, вот в этот диапазон. Так, друзья, далее рубль-доллар, USD Tomorrow, дневной таймфрейм. Юридические лица сделали ставку на то, что доллар будет ослабляться. Вот. Здесь, на что хотел обратить внимание, здесь вот есть очень важный уровень, это 76. 76 и даже 75-75. Вот этот диапазон из 25 копеек. Вот если этот диапазон будет на объеме пробит и пойдет проторговка, то, во-первых, здесь открывается сразу путь движения на 75,1. И помимо этого пробой вот этой зоны буферной может привести к более сильному укреплению рубля. И цель движения здесь уже будет
к вот этой зеленой линии 73.35. Но, кстати, на дневном таймфрейме здесь вполне как бы четкая разворотная формация, у которой цель движения сначала 77.33 и потом движение вот сюда, вот в этот диапазончик в районе 78.3. Но при растущих ценах на нефть, да еще сегодня размещение ОФЗ, наиболее вероятно, что по крайней мере сегодня эта формация она не сработает. Так, ну вот 4-часовой таймфрейм рубль-доллар указывает на то, что здесь идет движение, цель которого 77.35, но поскольку пошла такая история с нефтью, то, наверное, все-таки ближе к вечеру вот это движение будет реализовано. Сейчас, скорее всего, мы увидим укрепление рубля, и наиболее вероятная цель движения это 76, 75, 75, вот этот диапазон. Так, но тем не менее и часовик, и 4-часовик, и дневка указывают на то, что по рубль-доллар должен быть рост, и ближайшая цель движения это 77.35, вот этот уровень. Вот. Я думаю, все-таки такое движение, оно менее вероятно. Скорее всего, в любом случае будет как минимум задерг на 76, может быть даже на 75-75 потестить. Я думаю, все-таки более сильное укрепление рубля с пробоем вот этого уровня до ухода нефти на 45, оно маловероятно. Но опять же, если мы сейчас на открытии видим движение вниз и пробой 75-75 на объеме, то вполне вероятно, что уже сегодня мы увидим укрепление рубля к доллару до уровня 75.1, 74.9. Вот это вот некое здесь такое значение магическое, которое, если оно пробивается, то начинается сильное движение на укрепление рубля. Там цель 75 и потом возможно даже движение на 73 с копейками. Такой вот ящик Пандоры. Но опять же здесь что примечательно, техническая картина, она указывает на то, что доллар и по дневке, и по 4-часовику, и по часовику он должен расти, сходить хотя бы на 77.35. Вот. Но то, что растет нефть и позиции юриков указывают на то, что будет укрепление рубля. Поэтому я думаю, вот здесь, наверное, будет некий компромиссный вариант, когда с утра в первой половине дня до размещения ОФЗ будет движение вот сюда, в этот диапазон, и потом отскок. Мне видится такой сценарий наиболее вероятным. Так, друзья, далее рубль-евро. Здесь, в общем-то, тоже разворотная формация на рост евро. Дошли до сильного уровня, но пока непонятно, каким образом это будет реализовано. Здесь пробой значений 90 приводит к укреплению рубля достаточно сильному, и цель этого укрепления будет 88,9, 89,1, вот сюда, вот этот диапазон. Так, ну по евро тоже здесь картина технически на 4-часовике указывает на то, что должен начаться рост евро, цель движения 92. Юрики делают ставку на то, что рубль будет укрепляться и к евро, как и к доллару. И поэтому здесь с утра мне видится вариант наиболее вероятный движение на тестирование вот этого диапазона, и в случае его пробития, то дальнейшее укрепление рубля с целью 89,1. Вот. Но тут на самом деле масса есть нюансов в экономике, и то, что демократы к власти пришли, поэтому я думаю, более вероятно движение вот сюда повторное, отбой и потом возврат на 90-75, а там посмотрим, как будут развиваться события. Вот такое мое видение по ключевым активам. Спасибо за внимание.